С момента приобретения Poco F5 прошло уже несколько месяцев. За это время я успел записать уже 2 видоса, в котором делаю обзор на данный девайс. И во втором видео я рассказываю о плюсах и минусах данного девайса. Но сейчас, спустя долгое время после этих 2 видео, я хочу сделать детальный, финальный обзор на этот смартфон, в котором я расскажу все, от плюсов данного девайса до его минусов и даже багов. Поэтому садитесь поудобнее, с вами Денджел, и мы начинаем. А начнем мы, пожалуй, с плюсов, если быть точнее, с общих характеристик данного девайса. И, во-первых, начнем с памяти. Объем внутренней памяти смартфона составляет 256 гигабайт, а его оперативная память 12 гигабайт. Ну или 8. Можно приобрести и так, и так. У меня, например, лично 12. Также данный девайс оснащен процессором Snapdragon 7 Plus Gen 2. Звучит жестко, правда? Не знаю, как остальные игры, но PUBG Mobile тянет он абсолютно спокойно, на самых высоких настройках. Да и я уверен, другие игры тоже. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Ну, в принципе, неудивительно. И также 67 Вт зарядка. Это реально много, и он заряжается очень быстро. Ну ладно, а теперь перейдем к самому важному, что интересует и беспокоит каждого пабгера. Сколько же FPS на данном девайсе? Давайте сейчас зайдем в PUBG Mobile, и я покажу. Как вы можете сами видеть, 90 FPS. А на всех остальных и HDR тоже 60. И честно, ребят, я не разбираюсь в этих Global, ROS тест, Euro тест. Не знаю, некоторые говорят, что на некоторых версиях нету 90 FPS. Но я, ребята, брал в России, у меня есть 90 FPS. И некоторые мои подписчики, которые тоже брали в России, да, кстати говоря, не только в России, у них тоже 90 FPS. Поэтому, ну, как факт, не знаю. Тут я, честно, никакой совет дать не могу. А поэтому я перехожу к третьему пункту. И это, ребят, недостаток данного девайса, который, кстати говоря, решаем. И сейчас скажу как. Смартфон очень сильно нагревается, и об этом недостатке я говорил в моем втором видео про Poco F5, в котором я бесконечно ныло говорил: телефон нагревается, не покупайте Poco F5. Но, ребят, на самом деле, на тот момент я просто тогда не знал о существовании такой вещи, как кулер, который, блять, специально для этого и создали. Без кулера вообще никуда. И это, друзья, никакая не реклама, это просто факт. Я настоятельно не рекомендую играть в PUBG Mobile без кулера, особенно на данном девайсе, и уж тем более после вот этой новости. Я думаю, вы ее видели. У девочки загорелся смартфон во время игры в PUBG Mobile. Пиздец, правда? Но вообще она сама виновата. Походу она не смотрит мои видео и не знает, что нужно играть с кулером. Так что я думаю, тут все логично. Ну и еще раз, друзья, играйте с кулером. Закажите кулер на Wildberries, Озон, да хоть AliExpress, вообще похуй. Закажите кулер и спокойно играйте, потому что с нагревом сопровождаются и фризы, и лаги, и куча всего, поэтому я думаю, выбор очевиден. Ну а мы переходим к 4-му пункту. Это тоже недостаток данного девайса, который, к сожалению, я не знаю, как решать. Я называю это багом данного смартфона, потому что в любой неожиданный рандомный момент просто слетает герцовка. До 60 Гц. Я просто играю в PUBG, и в какой-то момент нахуй, 90 FPS просто слетают. Я нажимаю, проверяю это в Game Turbo, там реально пишет, что 60 Гц. Хотя буквально пару минут назад там было написано, что 120. И я не знаю, почему так происходит. Раньше я думал, что это от продолжительной игры, но в последнее время такое начало происходить и аж в самой первой катке. И зачастую ничего, блять, не помогает. Перезагружаю телефон, перезахожу в PUBG, вообще ноль реакции. Приходится прерывать свою игру в PUBG и просто ждать, пока это закончится. Не знаю, друзья, у меня ли одного так. Если у вас тоже так, напишите, что такая же проблема. Если у вас такого нету, то тоже напишите комментарий, скажите, что такой у меня хуйни нет, это ты лох. Ну а мы переходим к следующему багу. Баг с текстом во время игры. Мне писали многие ребята с такой проблемой, говорили, что, блять, я не могу, у меня не открывается клавиатура во время игры в PUBG Mobile, я не могу ничего там печатать. И что, ребят, хочу сказать, у меня такой проблемы нету, я не знаю почему. Но этой проблеме я нашел решение. Если у вас тоже есть такая проблема и вы хотите ее решить, напишите мне в телеге. Ссылка на телеграм-канал в описании. Напишите мне, я объясню, что делать с этой проблемой. Ну и просьба заодно подписаться на телеграм-канал. Мне будет ебануто приятно, потому что я целый день делаю для вас видосы. Все для вас, все ради контента. Ну а на этом, наверное, все, друзья. Вот относительно PUBG Mobile, наверное, все. Ну и финальная моя оценка данному девайсу. Его однозначно стоит брать. Да, у него есть некоторые недостатки, но плюсов
Плюсов у него я насчитал намного больше. Уж тем более, если взять, что в основном все недостатки решаемые. Не решаем лишь один недостаток. Это слет герцовки. Ну а на этом, друзья, все. Надеюсь, вам понравилось данное видео и помогло вам наконец-то решиться на покупку или наоборот сказать, что я не буду покупать данный девайс, мне не понравилось. Это, друзья, исключительно ваш выбор. Лично я рекомендую. Уж тем более, за такие деньги это очень неплохой выбор. Не буду говорить о цене данного девайса, потому что она постоянно колеблется, я сам нихуя не понимаю. Ну а на этом все, друзья. Я буду рад, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Скоро 2000 подписчиков, друзья. Давайте добьем эту сумму до Нового года. Ну а с вами был я, Денджел, и всем пока-пока. Хорошей вам игры.